Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за разными мнениями о происходящем. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Давайте начнем наш разговор с очень интересной такой вот диспозиции внутри Зеленского. Вот поменял Зеленский кабинет министров. А лучше стране стало? И самый главный вопрос. Так, погодите. А если в целом посмотреть на перестановки в Кабмина, это ради чего? Почему вы используете слово «поменял»? Давайте начнем с ключевой фигуры премьер-министра Украины. Он остался в правительстве? На понижение пошел, да. Какая разница? Он в правительстве остался. Юлия Свириденко, которая возглавила правительство, она что, с улицы пришла? Или из каких-то других, скажем так, кресел? Нет. Она была в этом же правительстве. Если вы посмотрите на персональный состав правительства, ни одного нового человека там нет. То есть эти люди либо были министрами, или их передвинули на какие-то новые должности в этом же правительстве, либо эти люди были заместителями министров и стали министрами. То есть, по сути дела, это то, что наши отечественные журналисты назвали «велике ліжко пересудництва». По большому счету, Иван Андреевич Крылов вот эту всю процедуру правильно назвал в басне «Квартет». Они собрались играть какую-то музыку, вот, сели, расселись, начали играть, но в результате вот у них получалась какофония. Все 5 лет, пока Шмыгаль возглавлял этот самый квартет. Это уникальное было правительство в том смысле, что оно не имело программы, утвержденной в парламенте. Не потому, что этого нельзя было сделать, а за ее ненадобность. Ибо это правительство формировалось не для того, чтобы быть субъектным и формировать какую-то политику, а для того, чтобы выполнять указания с улицы Банковой. Вот он 5 лет честно выполнял все эти указания. Он политическую ответственность и юридическую нес за то, что он делал, а фактически страной руководили другие люди. И сейчас пришло время, когда наш тандем, то есть у нас же есть президент и есть, так сказать, его главный менеджер во всей этой конфигурации власти, они пришли к выводу, что пора менять, передвигать мебель в соответствующем учреждении. И произвели вот эти все перестановки, где, в общем-то, те же люди, которые по-новому были рассажены. Поэтому говорить о смене правительства я бы не стал. Это были какие-то, знаете, вот напоминает чем-то наперсток. Когда мы начинаем искать, а где же там этот шарик делся? Вот он был вроде бы как под правым или под левым колпачком. А на самом деле его там с самого начала не было. Как бы мы там его не искали. А почему? Потому что проблема не в том, как рассажены эти люди. А проблема в том, что эти люди не субъектны. И они не стали субъектны в результате всех перестановок. То есть, еще более на 100% лояльная, может, уже на 200 лояльная Юлия Свириденко заменила на 100% лояльного Шмыгаля. Мое глубокое убеждение заключалось в том, что вся эта перестановка была затеяна лишь для того, чтобы исключить влияние на президента Зеленского господина Арахамии. Угу. То есть, я уже, по-моему, рассказывал эту схему, да, как они работали. Ермак жестко приказал Шмыгалю, что любые вопросы депутатов решаются только через него. Депутат идет в офис президента, падает на колени, делает ку. И Андрей Борисович звонит, значит, Шмыгалю, и Шмыгаль тогда что-то делает. Но у Арахамии возникала проблема. Ему надо собирать голоса каждый раз, когда нужно голосовать в Верховном Совете. И депутаты ставили ему простой вопрос. Ты просишь, чтобы мы это сделали. То есть, чтобы мы тебя послушали. Но ты способен решить те вопросы, которые мы перед тобой ставим? Если способен, да, нет вопросов.
Если не способен, ну, мы будем искать другие пути. И поэтому, хочет или не хочет, Арахамия шел к Шмыгалю. И Шмыгаль, несмотря на суровый запрет со стороны Андрея Борисовича, эти вопросы решал. Что это давало Шмыгалю? Да, Андрей Борисович гневались. Но, с другой стороны, Арахамия делал, извините, свое скучное лицо и объяснял президенту там, и всем остальным, кто там был недоволен, что ну а как иначе? Не можем же мы по каждой мелочи там, уважаемого Андрея Борисовича беспокоить. Какие-то вопросы я решаю, потому что мне тоже нужно иметь какой-то вес среди депутатов. И президент на это смотрел длительное время сквозь пальцы. Вот. До тех пор, пока Андрей Борисович не определился с кандидатурой. Кто придет на смену Шмыгалю. Ведь в начале не Юлия Свириденко была фавориткой. Сначала была Оксана Маркарова, хочу напомнить, о которой много говорили. И Андрей Борисович летал в Вашингтон, когда там, значит, там были проблемы во взаимоотношениях с республиканцами, еще когда Трамп, не будучи президентом, блокировал помощь. Она там активно работала с американским истеблишментом, дабы снять вето Трампа на помощь Украине. Очень серьезные разговоры говорили о Марченко, который тоже рассматривался в определенное время как кандидат премьер-министра. Кроме того, когда Андрей Борисович сделал первый подход в пользу Юлии Анатольевны, это он начал активно делать после своих визитов в Вашингтон, где она его сопровождала в качестве стюардессы. Потому что сложно было представить, чтобы главой делегации была Юлия Свириденко, а не пассажир самолета Андрей Борисович Чермак. За 8 часов, когда они летели из Варшавы в Вашингтон, он, я думаю, убедился в ее моральных и деловых качествах и начал активно ее продвигать. Если вы помните, первые подходы закончились неудачно. Сам президент не столько потому, что Арахамия давал команду депутатам разбежаться и тупо саботировать, значит, там все эти движения. Сколько сам президент объяснял Андрею Борисовичу, что он на часе, там, значит, и прочее. И Андрей Борисович, как замечательный психолог, понял, что дело в чем-то не том. И оказалось, что у президента был свой кандидат на должность премьера. Вы же понимаете, что президент наш непримирим к кумовству. Поэтому именно своему куму он начал продвигать на эту должность. Это был господин Чернышов. И он получил тот аппаратный вес, которого не имела Юлия Анатольевна. Ведь он уже возглавлял и «Нафтогаз», и был, значит, министром розвитку громад и территорий. И он был уже, извините, и, значит, министром национальной едности. И уже никто даже не скрывал, что с этой позиции вице-премьерской он готовится к кадровому прыжку, к переходу в кресло премьера. Так а где сейчас Чернышов? И надо же такому случиться, вы представляете, вдруг возбудилась НАБУ, и вдруг начали, значит, все вот эти вот преследования, вынужден был человек заняться очень тесно вопросами воссоединения украинцев за границей. К нему там посылали посыльных, в конце концов он вернулся и, в общем-то, попал под раздачу, там 120 миллионов пришлось заплатить заставы. Хотя президент обещал, что у нас жоден підозрюваний в коррупции не выйдет под заставу. Но это же он не про кума говорил, правильно? Наш совесть с ними взять кума посадить. Ну, я не знаю. Это возмутительно. Но самое главное было сделано. И этот конкурент был убран из кадровой колонны. Андрей Борисович к этому никакого отношения не имел совершенно. Вот. И вот эта дорога расчистилась по Юлии Анатольевне. И после того, как прочие кандидаты сошли с дистанции, вот, было принято вот это кадровое решение. Арахамия попробовал еще раз блокировать это дело. Они должны были 7-8 июля рассматривать это все. Но депутаты разбежались, их не было. Но в конце концов им строго-настрого приказали явиться для того, чтобы Арахамия был более сговорчивым. Нашли место для Шмыгаля. Ну, что такое бюджет Министерства обороны, который вот контролирует любимый Шмыгаль, можно будет и, как говорится, не волноваться. Все будет хорошо в материальном плане у всех участников концессии. То есть, каждой сестре дали по серьге, и в результате вот это кадровое решение было, в конце концов, принято и реализовано в Верховной Раде.
Ну, собственно говоря, все, что произошло. Если вы думаете, что речь шла об увеличении эффективности, повышении каких-то там качественных показателей. Я когда слушал Свириденко, я смеялся откровенно. Когда она рассказывала, как нужно к бизнесу относиться, как нужно прекращать все вот эти вот несанкционированные действия по отношению к бизнесу, как улучшать бизнес-климат. Я не мог понять, а что ей мешало это делать на такой серьезной должности, как первый вице-премьер, министр экономики. Тем более, находясь так близко к самому всемогущему завхозу. Кто же ей мог помешать? Но теперь уже, так сказать, с другой стороны, она взяла и подяковала Шмыгалю за совместную. С одной стороны, депутаты кричали «Браво!», там «Спасибо, Денис Анатольевич!», тут же его уволили. И непонятно. Если, так сказать, вот все браво и хорошо, так нафига же вы увольняете? А если вы увольняете, то зачем вы ему дякуете и назначаете министром обороны? То есть у этих людей когнитивный диссонанс в голове, понимаете? Это клакеры. Вот я вот сейчас написал видео новое. Зеленые, значит, там это самое, и его клакеры. То есть клакеры – это те, кто все время аплодирует. То есть нужно что-то усилить. Вот мы, значит, клакеров нанимаем, они там надо свистят, надо топают, надо кричать «браво» или там «ганьба». Вот такая публика, она же вот в театрах часто использовалась. Теперь, когда у нас вся украинская политика после прихода к власти зеленых превращена в театр или в цирк, без клакеров мы никак. Что вы думаете по поводу Умерова, секретарь Совета нацбезопасности? Слушайте, ну вот вообще неожиданно. Его правда отфутболили Штаты, потому что он гражданин Америки? А вы читали присягу гражданина США? Нет. Александр, вот вы зря. Сейчас мы вам прочитаем. Это очень важно, потому что это ключевой вопрос, который, в общем-то, не позволил Умерову занять место посла. Вот. Каждый человек, который, значит, хочет, ну, точнее, проходит процедуру натурализации и получения американского гражданства, он обязан принять присягу. Извините, прочитаю на українському язикі. Цим я заявляю під присягою, що абсолютно і повністю зрікаюсь і відмовляюсь від будь-якої вірності і підданства будь-якому іноземному князю, монарху, державі або суверенітету, підданим або громадянином якого я був до цього часу. Що я буду підтримувати і захищати Конституцію і закони Сполучених Штатів Америки. Ну, як може гражданин США, который зрікся верности и підданности всем меньшим, быть послом иностранного государства в США. Это же противоречит законам США, понимаете? Ведь по должности он должен будет представлять интересы чужого государства. Пускай дружественного, неважно, чужого. А он этого делать не имеет права. Ну, поэтому мы указали, вот американцы уже все-таки законы действуют. Плохо, хорошо, но действуют. Это у нас можно. Вот. Я так хочу! Как Федя Венеславский написал, что у нас в Конституции есть только два положения. Пункт первый – это Владимир Александрович всегда прав. Пункт второй – если Владимир Александрович не прав, то читать пункт первый. Вот не хотят они выборы проводить. Они говорят, вот у нас в законе написано про военный стан, что выборы не проводятся. В том же законе написано, что уряд не можна міняти під час воєнного стану. Ну, так какие проблемы? Слушайте, ну, если Владимир Александрович захотел, значит, надо исходить из этого. Поэтому Умеров, конечно, на этом деле он погорел, не учел. Вот американцы четко дали понять, что нет, этого не будет. Ну, не обижать же такого хорошего хлопца, правильно? Говорят, что у него мощнейшие таланты в плане ведения переговоров. За что получал по шее, кстати, в свое время еще от Остина и от Бена Уоллеса Зеленский. Потому что у него же восточная манера ведения переговоров с намеком на то, что мы же друг друга не должны забыть при проведении каких-либо операций по купле-продаже того или иного оружия. Понимаете, в чем дело? И вот эти вот намеки, они серьезным людям не нравились ни за океаном, ни на Британских островах. Поэтому, с одной стороны, вроде как он со всеми умел договориться, с другой стороны, договаривался в очень специфичной форме, как нам сообщают средства массовой информации. Поэтому его поставили координировать, значит, что такое секретарь РНБО? Ну, это вообще-то кладбище. Кладбище для политиков. Вот кто попал туда в должность секретаря РНБО, вот вы же понимаете. Вот я, кстати, хочу напомнить, что в свое время на это кладбище попал Петр Порошенко.
когда его вместо главы правительства назначили секретарем РНБО. И через несколько месяцев, если вы помните, Ющенко всех выгнал, включая Порошенко. И там он был подвергнут жесткому остракизму, и ему пришлось практически с нуля начинать свою политическую карьеру. Кроме того, там еще такие были замечательные должности, как заступник секретаря РНБО. Там было человек 20 отставных политиков. И они вроде бы какую-то должность имели, но работу делать там ничего не надо было. Вот теперь, значит, его подвинули, поставили на такую вот красивую должность. Конституционная должность, кстати, она Конституция предусмотрела. Ну, а чем он будет заниматься? Ну, він буде координувати силовиків. А я тогда задаю вопрос, зачем тогда татар? Ну, вот у тебя же есть Татаров, которые этим занимаются. У тебя есть Ермак, который тоже рулит всеми и все. Что такое будет Умеров? Это будет, опять же, человек, который формально занимает конституционную должность и выполняет указания людей, которые не наделены властными полномочиями, но по факту их имеют. То есть вся неконституционная модель власти, которую выстроили за 6 лет наши тандемовцы, Ермак и Зеленский, она продолжает свою жизнь. А зачем эта легенда про переговоры от Зеленского? Ну, мол, он на позиции главы СНБО, секретаря СНБО, глава Зеленский, он секретарь, должен каким-то образом активизировать трек переговорный. Всю неделю из Москвы мы слышим, то давайте Запад заставьте Киев садиться, ну, в Стамбул третий раунд, то просто говорит, что мы готовы, там Эрдоган созванивается с Путиным, то есть движения вокруг, ну, такие, знаете, есть некоторые, да, ну, по заявлениям, судя по каким-то, а тут такой выпад от Зеленского, смотрите, Умеров будет активизировать, а как? Как он и до этого активизировал, ведь он же был главой делегации Украины. Скажите, о чем могут договориться таких два супер влиятельных человека, как Мединский и Умеров? Вы же видите, что любые маломальски серьезные переговоры ведет только Ермак. И лично, и персонально. Никакие послы, никакие другие лица, никаких серьезных переговоров. Даже в коридорчике у кабинета Рубио? Ну, вы же помните, да, как он там встречался, там, его там и папарацци поймали, значит, сняли и показали, что, вот я все-таки с ним встретился. Вот он от меня таки не убежал. Я все-таки парень крепкий, да. Закрыл проход, и пришлось Рубио остановиться и переговорить. О чем непонятно. Ну, то есть, если Зеленский хочет вести переговоры, он направляет на эти переговоры Ермака. Ни Сибигу, никого. Если он хочет имитировать процесс, он направляет туда, ну, как это было в прошлый раз в Стамбуле, Арахами возглавлял делегацию. Помните, да? Кстати, Умеров тогда тоже был в 22 году в составе этой делегации. И с другой стороны, когда Путин хочет имитировать переговоры, он направляет Мединского. И начинается обмен знаниями на историческую тематику. Кто круче, кто готов вечно воевать, кто не вечно, кто там всю жизнь побеждал, кто там не всю жизнь побеждал. Вот. Я так понимаю, что Умеров заодно изучит историю крымско-татарского народа, одного из коренных народов Украины, а то как-то его Мединский на первый раз так настолько застращал, что он забыл о том, как Девлет-Гирей Москву сжигал, допустим, в 1572 году. Сейчас он подковался, я так думаю. И будут у нас опять очень интересные вот такие, вот, знаете, информационные дуэли кто кого. Вот. И Умеров в этом отношении, вот он, очевидно, для выполнения миссии имитации переговоров считается таким серьезным человеком. Вот поэтому его туда и поставили. Где не надо ничего делать, и надо имитировать процесс. Стефанишина, посол в США. Как вы относитесь к этому решению? Ну, как вам сказать? Трампу нравятся красивые блондинки. Он вообще как-то женщинам хорошо расположен. Вот. Когда мне рассказывают о том, что на ней, значит, куча уголовных дел висит, так у Трампа, слушайте, сколько уголовных дел висит. Наоборот, им есть о чем поговорить. Понимаете? Поэтому все, я считаю, что это хорошо. Если ей дадут агриман, это плюс нам будет. Я не хочу никого обижать, но с точки зрения внешних, так сказать, данных, у нее гораздо более серьезные данные, чем у Маркарова. А кроме того, понимаете, в чем дело? У нее же нет ресторана «Рута». Она меньше будет заниматься личным бизнесом, больше будет заниматься, наверное,
какими-то общественными делами. Ну, приходится так думать. Ну, а кроме того, там же, видите, там НАБУ ее вряд ли достанет. Будет она находиться под дипломатической защитой. То есть, тоже девушки нашли хорошую работу. Ее задача будет привлекать Трампа. В конце концов, Трамп возглавлял конкурс «Мисс Вселенной». Поэтому у него в глаз на красивых женщин наметан. И он спрашивает, кто это такая? Он, вот, это посол Украины. Да что вы говорите? Может, она еще и в гольф с ним сыграет. Я же не знаю. Как-то так. Сейчас вот личные отношения имеют очень большое значение, особенно в нашу эпоху. У вас может быть дом совета в голове, но на вас никто не обратит внимания и будут играть, например, в гольф с президентом Финляндии Стубом. Ну, кто бы знал, кто такой Стуб? Где-то Финляндия, правильно? А вот он там чемпион по какому-то там этому, значит, гольфу, и он туда летает, и с Трампом они играют. В общем-то, он с ним на короткой ноге. Орбан, как видите, обиделся даже, вот замолк на это время, потому как вот он думал, что он будет самым большим другом. Нет, Александр Стуб. Потому как у него есть то, чего нет у Орбана. В свое время, кстати, об этом тоже шутили в России, когда Ельцин был президентом. Он же тоже теннис любил с Шамилем Торпищевым. Они, значит, там партийку разыгрывали. А потом пришел Путин, который, значит, там дзюдо занимался. Вот, юмористы тогда, помню, опубликовали. Говорит, объявление в администрации президента России. Меняю ракетку на кимоно. То есть, надо заниматься другим видом спорта, потому как власть поменялась. Так и тут. Я только Если так мы, это... если мы посмотрим, ну, еще один вопрос по правительству и пойдем дальше. А Федоров? Такая интересная информация о нем всплыла, что он же первый вице-премьер, то есть второй в правительстве человек, сажает Свириденко и Федорова перед собой. Зеленский говорит, план на полгода, пожалуйста. А Федоров выходит, говорит, мы теперь будем мониторить все соцсети, паблики, домовые чаты и все на свете, кто с чем столкнулся, и теперь как бы будем, ну как это, влиять. То есть, если какая там справку какую-то не дали или что-то, проблема какая-то, вот тут как тут, департамент специальный под это создают. Но информация о нем всплыла, что подобные департаменты создавались и раньше. В 2018 году примерно в Запорожье очень много женщин купились на то, что есть новая методика похудения, заплатили деньги. Ну, не денег никого, а компания как бы была его, Федорова. Но Нет, потом... там компания Мишина была. А кто там Миша? Это такой вопрос. Понимаете, это все люди врут. Они завидуют. Понимаете, что дело? Как-то так. Миша, он человек честный, порядочный. Понимаете, а вы не задумывались над тем, какова роль теперь вице-премьера, вот когда они вот эту конфигурацию власти построили? Миша, который руководит всеми техническими, так сказать, средствами, да, сбора информации, это же идеальная фигура. Не надо СБУ посылать и ставить какие-то жучки в камеры и прочее. Миша теперь может обеспечить контроль за всем кабинетом министров. Тем более с должности первого вице-премьера. Ну, это как в частной компании. Знаете, вот надо, чтобы не воровали, надо, чтобы контролировать, чтобы они работали, не занимались ерундой. Им ставят жучки, там ставят камеры, там смотрят, чем они занимаются. И вот сейчас вот эта вот должность главного смотрящего за правительством, она теперь забита за Михаилом Федоровым. Ну, а то, что у него такой бэкграунд, о котором пишут, ну, вы же понимаете, это все неправда. Вот. Ну, опять же, говорит о том, почему этих людей так любит Зеленский. Вот когда у человека есть какие-то проблемы с законом или какие-то скелеты в шкафу, им же легче управлять, правда? Всегда можно ему напомнить, что вот как-то надо вот и прочее. Ну, а Федоров, тем более, он же единственный последний из магикан, который с самого первого состава правительства находится здесь. Да? То есть, он еще с самим самокатчиком Гончаруком пришел во власть. И он сделал карьеру из простого министра до первого вице-премьера. Ну, а сейчас, насколько я понимаю, лавры Маска ему не дают спать спокойно. Он тоже, наверное, бензопилу какую-то там сейчас у Милея, президента Аргентины, одолжит и будет изображать борьбу с чиновничеством. Тем более Юлия Анатольевна заявила, что мы зараз переглянемо, там аудит проведем. Что вы там проведете? Какой вы там проведете аудит? Вы в этом разбираетесь? Ну, что-то, наверное, они сократят. А потом встанет не с той ноги опять выдающийся политический лидер современности и скажет, не-не-не, опять мы что-то рассоединяем, опять мы что-то соединяем. Вы же понимаете, у него это любимая игра.
не понимает, как это функционирует. Ну, давайте, сейчас у нас мало, давайте увеличим. Минъед, а зачем они создавали? Они его создавали под выборы. Чернышов должен был заниматься вопросами выборов за границей. Сейчас вот выборы отложились, значит, у Чернышова проблемы в этом. Все, значит, мы этот Минъед присоединим к Министерству соцполитики. Понимаете? Тут вот, значит, у Юлия Свириденко, она же не зря деньги получала, работая у Милованова. Он же, кстати, взял в правительство в 2019 году. Она же была его заместитель. А теперь, когда, значит, вот она становится премьером, она те же идеи Милованова опять же втюхивает Зеленскому. Опять они объединили Министерство агрополитики с Министерством экономики, и плюс туда еще Минэкологии влепили, понимаете? И создали такого супермонстра, и поставили человека, который никогда ничем не управлял. То есть она, я так понимаю, что она хочет управлять этим министерством и быть типа премьер-министра. Ну, а для того, чтобы они там не воровали, чтобы они там себя вели прилично, вот Миша Федоров есть. Да. Миша там займется именно вопросами технической разведки, контрразведки. Будет докладывать, куда надо, кто чем занимается. Та же схема, кстати, в Верховном Совете, где есть товарищ штучный, как его депутаты называют, штучный интеллект, который, наглядая за Стефанчуком и его компанией. Как это повлияет на войну? Ведь такое ощущение, что за этой всей чехардой о войне все забыли. А у нас тут интересности. Зеленский идеи фикс презентует свои там мощь, потужность, бить по российской территории, дипстрайки объявляет. А Шмыгаль берет на карандаш и говорит, планы по дронам, все, как бы записал. И тут, то есть такое ощущение, что вот этим всем вот этой чехардой просто отвлекают от фронта. А там же есть две тенденции. Одни, ну как бы два слуха или там два таких ожидания. Одни говорят, что Украина собиралась это 50 тысяч военных и куда-то будет, ну, рывок какой-то совершать. По типу Курской операции или какой-то другой. Ну, примерные объемы такие же называются. Но, в общем, вот-вот-вот, сейчас куда-то пойдут. А другие говорят, что ну, это CNN публикует, 160 тысяч есть где-то у россиян, которые будут применены и там чуть ли не на Запорожье пойдут, или будут закрывать вот эти там котлы вокруг Покровска, ну, в общем, на Донецком направлении. Купянск также активизировался. Сегодня очень интересно, в общем, на неподконтрольной территории Запорожской области погас свет. А возле Энергодара, ну, возле Запорожской АЭС, большой столб дыма, куда-то что-то прилетело, попали. Пока что непонятно, ну, не сообщают, но тем не менее. Нас, правда, вот этим Кабмином отвлекли от войны? Понимаете, в чем дело, Александр? Есть люди умные, а есть люди не очень умные. Вот когда в конце 23 года, после провала наступления на запорожском направлении, выступил Залужный и заявил о том, что война в тупике, он как главнокомандующий это понял первый, как человек умный. То есть фактически позиционный тупик, который образовался в 23 году, он не дает ни одной из сторон возможности проводить какие-то глубокие наступательные операции. И та сторона, которая хочет провести наступательную операцию, платит за это страшную цену. Потому что средств прорыва обороны, которые отвечали современным условиям, ни у кого нет. Дроны фактически парализовали передвижение бронетехники. И любое продвижение россиян сегодня возможно только лишь потому, что у нас дефицит живой силы на фронте. И, соответственно, держать линию фронта теми малыми силами крайне сложно. А россияне, имея преимущество в живой силе, бросают в топку войны, значит, все новое и новое количество, значит, добровольно мобилизованных людей. Но каждое продвижение на километр, на полтора, на два, оно же имеет свою цену, оно страшную кровавую цену. Это мясорубка, по сути своей, даже времен такой Первой мировой войны. И когда Путин заявлял о том, что он, кстати, это заявлял еще в апреле месяце, находясь в Архангельске, что я говорил, что мы их дожмем, а мы их добьем, очевидно, рассчитывал на то, что весенне-летнее, осеннее наступление российской армии в 2025 году приведет к тому, что фронт рухнет, и он тогда будет иметь гораздо лучшие позиции для прекращения войны, чем ему предлагал Трамп. Смотрите, сегодня уже у нас 19 июля.
по-хорошему май, июнь и июль месяц россияне ведут наступление. Что принципиально нового случилось на фронте? Ничего. Я убежден, что точно так же и будет в августе, в сентябре и октябре. И, как у нас говорят, цыплят по осени считают, ну, посчитают, куда они там еще там продвинулись чуть-чуть. И дальше мы опять же приходим в ту же точку, из которой в 23 году предложил Залужный признать простой очевидный факт о том, что вот мы все находимся в позиционном тупике. Как Тут быстро как бы дойдет до чуть-чуть, неумных... не чуть-чуть, Андрей Алексеевич, тут же посчитали, что территорию Люксембурга потеряли с начала года. Это крупно, да, это серьезно. Да, это очень серьезно. Вот. И самое главное, никто же не говорит, за сколько ж там положили людей для того, чтобы этот Люксембург Не, тут завоевать. же, смотрите, тут же просто разные оценки. То есть, вы говорите, Ну, так чуть-чуть. мы же говорим об потерях, мы же говорим о цене, которую заплатили за этот Люксембург. Ну, В так свое время эту же цену платим и мы. Мы смотрим на обмен... Нет, мы Подождите, платим, мы мы смотрим... платим, смотрите, А откуда тогда мы- такая разница в обмене телами? Сейчас опять это расскажете, очень что просто. они наступают, тела остаются у них, поэтому нам 1000 на 19 Для вот того, чтобы поменяли. вытащить человека, допустим, погибшего, вы же понимаете, если передвигаться нельзя днем и ночью, живым людям, и проблема даже с эвакуацией раненых, это очень серьезная проблема, то заниматься эвакуацией тел – это еще более сложная задача. Поэтому, когда они продвигаются, когда они занимают территорию, где шли жесточайшие бои, кстати, часто смотрю в Телеграме те же, скажем так, картинки, когда они заняли там какой-то населенный пункт, они показывают, в каком состоянии его заняли. Это при том, что артиллерия там же фактически не работала. Там работали дроны, там работали еще какие-то, скажем, средства поражения. Но это же просто лунные пейзажи. То есть там тяжелейшие, страшные бои шли. И когда вот они там захватили очередной какой-то населенный пункт, ну, остается спросить, сколько осталось до Берлина. Или до Лондона, как они собирались туда этот рассказывал. Мы будем на Ла-Манше через 3 дня. Тут, понимаешь, этот лохматый даже не успеет даже оглянуться. Сейчас уже Лукашенко молчит. Вы смотрите на Лукашенко. Вот для нас всех должен быть, вот знаете, как прибор, который показывает, как вот изменяется давление, этот барометр. Там будет гроза или будет хорошая погода. Вот таким барометром является Лукашенко. Он уже не кричит о победе, он там как картошки рассуждает. Цзи Цзиньпину памятник ставит. Понимаете, в чем дело? Он уже там отпускает этих всех своих заключенных, политзаключенных, встречается с Китом Келлогом. Уже все. Он тоже все понял. Единственный человек, который до конца ничего не понял, это Путин. Но я надеюсь, что у него тоже, он тоже не самый глупый человек в этой ситуации. Но, судя по всему, пока ему изменяет чувство реальности. До него тоже дойдут. Никуда он не денется. Как вы так комплиментарно отзываетесь о Залужном? Что думаете по поводу сообщения от Сеймура Херша о том, что силовым путем Зеленского уберут, а Залужного поставят? Не верю в это абсолютно. Понимаете, в чем дело? Есть замечательный вот это вот у Пушкина Борис Годунов, да? Когда самозванца все время бьют, царские войска Бориса Годунова, и он все время там пытается дергаться, у него все плохо. И его спрашивают, значит, а почему вот вас все время бьют, а вы все равно, значит, вот не могут вас добить? А он отвечает, сильны мы не войском, но мнением народным. Что бы ни делал Зеленский, как бы он ни крутился, но существуют определенные объективные вещи. От него народ устал. Народ хочет чего-то другого. Ну, точно так же, как в свое время, когда Зеленский шел к власти, народ устал от прежних политиков. Ну, по крайней мере, такую мысль доносили все журналисты и средства массовой информации. И Зеленский пришел на волне зеленой революции. Мы всех уволим. До нас ничего не было. Вот, понимаете, вот, значит, новая эра в Украине начинается с прихода нашей власти. Только молодые, только зеленые, не зашкваренные лица, которые никогда не были при власти. Мы все изменим. И вот прошло 6 лет. И та же история. Люди ищут того, у кого есть бэкграунд успеха. А вот с именем Залужного в народном сознании отложилось
Правильно, неправильно, объективно, необъективно. Но народ считает, что вот заложено это вот то, что нам нужно. И как бы они его ни прятали, там, не знаю, в Британии, в США, ему не надо совершать никаких государственных переворотов. Ему нужно дождаться выборов. Зеленский во втором туре проигрывает всем. Даже если не будет Залужного, а будет Буданов. Он Буданову проиграет. У него единственный шанс был, если бы он, скажем, сражался с Порошенко. Он бы тогда мог сказать, вот вы же помните, я его тогда обыграл, сейчас реванш, мы должны. Может, он там на 0,5% больше бы набрал, чем Порошенко. Не исключаю. Но у него же ума нету, они же лупят Порошенко, добивают, вместо того, чтобы помогать им. Вот в свое время, если вы обратили внимание, что делал Янукович? Он свободу раскручивал. Единственный раз, когда свобода прошла в парламент, это было при Януковиче. И Тягнебок не сходил с экранов. То есть Виктор Федорович готовился к выборам 2015 года, которые должны были по графику происходить. И именно вот он хотел, чтобы у него главным противником был Тягнебок. Поэтому его раскручивали. Никто же уголовных дел против Тягнебока и против свободовцев не организовывал. Если вы возьмете Кучму, Кучма главным соперником видел Симоненко. Ему помогали как могли, чтобы, не дай бог, кто-то его не обошел на повороте. Ну, а у этих же мозгов нет. Они вместо того, чтобы помогать Петру Алексеевичу, ему лупят. И тем самым увеличивают шансы других кандидатов, которые его и так переиграют. Ну, что я вам скажу. Такие у нас вот нынешние времена настали. О социальных проблемах сегодня Гетманцев заявил, что вдвое с начала войны увеличилось, показать уровень бедности, в общем, в стране. Там до 37%. Объясняется тем, что все происходящее в стране, экономические процессы происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война, на это влияют негативные ожидания и все остальное. Есть так называемые мирные дивиденды в каждой стране. Это подтверждается экономической историей, когда сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть, и бедность уменьшается. Мы, собственно, это можем даже по собственной статистике увидеть. Когда был 2014 год, и бедность выросла. И после 2014 года она уменьшилась до 2022. Ну, вот такие синусоиды рисует Данила Гетманцев. Так а что с этим делать? Слушайте, тут паны увидели, что простолюдин беднеет. Надо что-то предпринимать. Новое правительство поможет. Александр, начнем с того, что главным гаслом, главным лозунгом зеленым, и каждый забор был обклеен в Украине в 2019 году, вы же помните, кінець эпохи бедности. И через 6 лет выходит главный экономический гуру этой власти и заявляет, что бедность возросла в 2 раза. Да, и поэтому с этим надо что-то делать. Но я хочу сразу сказать, ребята, для того, чтобы что-то делать, вы и второй лозунг тоже реализуйте, потому что еще второе такое же крылатое выражение тоже на всех заборах было написано. Кінець эпохи брехни. Так вот, вы начните со второго лозунга. Когда вы вот будете бороться, значит, с бедностью, перестаньте врать. Вот у них, кстати, у Зеленского было написано «Україна нашої мрії, де дороги є, а дурнів нема». Ну, понимаете, дороги и дураки – это же две были беды в России. Они их трансформировали на Украину. Так вот, эпоха брехни и эпоха бедности, они тоже взаимосвязаны, как дураки и дороги. Гетманцев врет, как сивый мерин, когда он рассказывает о том, что бедность в Украине падала. В 2016 году... Я понимаю, что это длинный разговор. Попробую очень просто и коротко объяснить. На пальцах. Как министр социальной политики в прошлом. Значит, вот те же показатели в 2016 году. Где-то в районе 20% была бедность вот по всем официальным показателям. И меня вызвал премьер-министр Гройсман и говорит, слушай, сколько у нас бедных в Украине? Я говорю, ну, пожалуйста, бумага 20%. Он так посмотрел на меня, слушай, говорит, а где ты эту цифру взял? Ну как, официальная статистика. Ну, Гройсман тогда очень, у него любимое выражение было, есть ложь, наглая ложь и математическая статистика. Говорит, говорит, не по статистическим показателям, которые у нас всегда хорошие, а сколько по факту? А по факту, говорю, я не знаю. Ну, как ты не знаешь, министр социальной политики? Я говорю, объясняю. Есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он предусмотрен Конституцией Украины.
И с ним нужно сравнивать все показатели доходов наших людей. У кого доходы ниже или на уровне прожиточного минимума, это люди бедные, либо очень бедные. У кого выше, дальше возможна градация. Но если мы этот прожиточный минимум держим на вот уровне 949 гривен в месяц, то у нас бедных и не будет. Он говорит, а что нужно сделать? Я говорю, очень просто. Давайте, говорю, мы утвердим методику расчета прожиточного минимума. У нас 20 лет, говорю, существует закон про прожитковый минимум. И за 20 лет ни одно правительство не утвердило методику его расчета. Он говорит, давайте. Я говорю, только есть одна проблема. Вот как только мы ее утвердим, вы увидите, что вы вызовете огонь на себя. Почему? Я говорю, ну, потому что все начнут считать, сколько там вареников было в этом прожиточном минимуме, сколько там носков должно быть, сколько башмаков и прочее. Гройсман подумал, говорит, ну, значит, надо это пережить, но нужно видеть реальную картину. И мы тогда это сделали. И вот когда мы методику утвердили, оказалось, что прожиточный минимум был тогда на уровне вот той самой минимальной зарплаты, которую мы потом утвердили, 3200 гривен. А по факту, которая утверждена, была 949 гривен. И мы начали продвижение к этой показателю с минимальной зарплаты, увеличили вдвое. Чтобы потом появились деньги, мы могли подтянуть пенсии к этому показателю. То есть логика была в этом. Что сделали наши активисты? Вы не поверите. Они в 2018 или в 2019 году отменили через суд нашу постанову. Они сказали, что это все неправильно. Страшные с бубнами ходили и кричали «Ура!». Пришла новая власть. Пришла Галина Николаевна Третьякова, которая мне, я же помню, на телеканале «Украина» рассказывала, что мы негодяи, что мы такие сволочи, что вот они теперь, внимание, сделают так, что прожиточный минимум вырастет. Более того, Александр, они записали в бюджет 2020 года прожиточный минимум на уровне, внимание, 4251 гривна. Думаете, было 949, мы уходили 1564, а они прописали почти в 3 раза больше. Ну, я вообще развел руками, думаю, если эти ребята так сделают, это будет фантастика. Только где они деньги возьмут? Ровно через 3 месяца после утверждения бюджета они это дело убрали. И с тех пор с 1564 гривни, мы с 949 на 1564, они сумели поднять до 2361 гривны. За 6 лет! Но дело даже не в этом. Когда мы пересчитали, у нас оказалась бедность 54%. Не 20 по статистике, а 54%. Я хочу вам доложить, что вот когда мы подняли минимальную зарплату, когда начались подниматься зарплаты учителям, врачам, провели пенсионную реформу, начали пенсии минимальные и средние повышать, мы сдавали должности, и мы передали им страну, исходя из тех показателей, по которым мы считали, на уровне 40% бедности. 40%. Но это уже было по тем критериям, которые мы заложили. Что сегодня Гетманцев говорит? 37%. Так это же не по этим критериям, а по тем старым. Александр, сейчас, когда показатели Мирового банка увеличились, и когда более 300 гривен в месяц считается порогом бедности, то это значит, что бедный человек – это тот, кто получает меньше 10 тысяч гривен дохода в Украине в месяц. О каких 37% рассказывает Гетманцев? У нас пенсионеры среднюю пенсию получают 6 тысяч гривен. Это значит, что все 10 миллионов людей, ну, за исключением тех, кто там, небольших категорий, кто там выше, они все бедные. По этому критерию. А если вы возьмете еще туда, добавите людей, которые получают минимальную зарплату, которые там переселенцы и прочее, то вы увидите, что показатель бедности сегодня до 70, а то до 80% доходит. И более того, количество бедных растет на фоне, Александр, увеличения количества миллионеров. Это что же статистика, правда? Мы же видим, как количество людей, у которых доходы большие, свыше миллиона, они увеличиваются. О чем это говорит? О том, что их социальная политика сводится к чему? Бедные беднее, богатые богаче. Но они с 22 года засекретили показатели бедности. Реальные. Почему, я вам скажу. Вот когда приехал этот самокатчик, мы же страну передали, было 40% бедности по нашим критериям. А дальше демография, институт демографии, той же Либановский, он считал уровень бедности.
Александр, за 6 месяцев показатель бедности с 40% прыгнул до 51%. Они на 11 процентных пунктов подняли уровень бедности до начала коронавируса. И он сейчас рассказывает, что бедность падала, он лжет, нагло лжет. Почему это происходило, я вам скажу. Потому что теневую экономику защищал именно Гетманцев. Мы воевали с теневиками, мы вводили жесточайшие драконовские штрафы против рабовладельцев. Они нам кричали, вы бизнес душите. Я говорю, подождите. Налог, да, хочет бизнесмен, не хочет, он обязан платить. Но штраф он платить не обязан. Если ты не нарушаешь законодательство, если человека оформил на работу, правильно? Какие к тебе могут быть претензии? Но они же набирали людей, лишая их любых социальных гарантий. Человек мог погибнуть на стройке. Они говорят, это что тут ходил, мы не знаем. У нас с ним нет трудовых отношений. И многие другие вещи. Когда они разбивали большой бизнес на мелких предпринимателей, вы заходите в любую торговую сеть, и вы же не с торговой сетью имеете дело, а с кучей разных мелких предпринимателей, которые просто оптимизируют налоги. И не платят налоги, они же. Плюс они же огромные владельцы латифундий. Они вывозят зерно, они вывозят вот эти вот все репаки и все прочее. Получается налоговый кредит, плюс, когда они ввозят товары китайские и все прочее, им государство просто проводит зачет, и они ничего не платят вообще. И это Гетманцева работа, он это все видел. И он, кстати, был инициатором отмены штрафов для рабовладельцев. А теперь он вдруг завопил, ай-яй-яй, бедные становятся беднее, а богатые богаче. Ребята, а кто забрал 29 миллиардов из пенсионного фонда в 2023 году? Кто забрал такие же деньги в 2024 году? Ну, так Вот война. эта Юлия Лампочка, которая сейчас возглавляет уже правительство, она же, им же передали при Милованове фонд занятости, а забрав его у Министерства соцполитики. Знаете, чем они занимались, когда этот фонд имел профицит? Вместо того, чтобы повышать выплаты людям, которые безработные, они его передали на кэшбэк, на Вовину 1000, на программу 579. Они оттуда деньги брали. И теперь этот негодяй выходит и рассказывает, что бедность растет. Да вы же так и делали. Вы забирали у бедных и финансировали богатых. Куда пошли деньги пенсионного фонда? Не на повышение пенсии. Они пошли на повышение чиновникам зарплат и силовикам, не армейцам. А теперь он вдруг прозрел. У нас бедность в стране 37%. Да не 37, Гетманцев. 77 минимум. И это следствие вашей антисоциальной политики. Вот Жолнович сейчас уволили, а вы же помните ее заявление? Треба зламати все соціальне в нашей країні. Я сейчас прочитал ее пост. Она там описывает, что же она сделала. Хотел написать, думаю, да пошла ты. Начал читать ее, значит, отзыв. Почитайте, вот откройте Жолнович, да, вот в Фейсбуке, где она там хвастается своим достижением, и почитайте, что пишут люди. Как они ее проклинают за то, что она сделала. Поэтому Денису Улютину будет сложно, но я думаю, что он человек временный на этой позиции. Вот. Я думаю, что рано или поздно он уйдет оттуда на Минфин. Когда уберут Марченко, Улютин из должности министра соцполитики, он уйдет, заменит Марченко. Это мой прогноз. Как быстро это будет? Я думаю, быстро. Просто его не хотели терять как кадровую единицу, поэтому его поставили на министра соцполитики как человека, который не должен выпасть из кадровой обоймы. Ну, посмотрим. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, подпишитесь, если не подписаны. Что думаете в комментариях? Очень интересно будет почитать. Напишите, пожалуйста. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.